День добрый, всем привет, друзья! За моими плечами, за моей спиной море, а не так, как всегда бывает, когда я путешествую по городам Польши. Да, сегодня ролик из цикла «Польша. Города». Я начинаю нестандартно, потому что я приехала в Гдыню. Наконец-то я закрою гештальт и могу сказать теперь смело, что я была в Тrójmieście, потому что Гдыня третий город, который я наконец-то посетила. Если вы хотите эти пару минут провести со мной, насладиться солнцем, морем, теплотой, то, конечно же, приглашаю. Но перед тем, как мы начнем, не забудь проверить, подписан ты или нет. Если нет, то обязательно подпишись, поддержи меня лайками и пишите в комментариях, были ли в этом году вы уже в Тrójmieście или нет. Ну что ж, пошли наслаждаться солнцем. Я начинаю не совсем с Гдыни, я начинаю с Гдыня Орлова. Орлова это была раньше деревня, рыбацкая деревня, которая находилась очень-очень близко к Гдыне. Ну а теперь я понимаю, что это один из районов Гдыни. Но я хотела вам что сказать, что видео из Гданьска и Сопота у меня есть на канале, ссылочка появится тут и в описании. Ну, напоминаю вам, кто еще не знал, что Гдыня, Сопот, Гданьск это Trójmiasto. Три города, которые как бы считаются единым целым. Ну и слушайте, вода стандартно холодная, хотя я слышала от людей, что говорят, что вода очень теплая, но море тут в Орлове, хотя это Гданьский залив, да, но тут намного чище, чем в Гданьске. Намного спокойнее, насколько мне так кажется. Орлова была рыбацкой деревней. В 1930 году она испытывала свое великолепие как известный курорт, а сейчас это один из самых красивейших районов Гдыни. Пирс деревянный, построенный в районе Первой мировой войны. В отличие от пирсов в Сопоте, за вход платить не надо. В прошлом, когда Орлова конкурировала с Сопотом, длина пирса составляла 430 метров. Но после того, как он был смыт волной во время шторма 1949 года, сейчас его длина всего лишь 180 метров. Боже, как же красиво! Я чувствую этот морской воздух, который обдувает, этот запах моря. Не знаю, я очень люблю море и просто наслаждаюсь такими прогулками морскими. Как вы видите, ну, в принципе, я уверена, что людей не так уже и много по сравнению, думаю, с Сопотом, что в Сопоте там, наверное, толпа. Просто посмотрите, горы. Идем 180 метров. Вот он, конец пирса. И все как на ладони. Вон там Гданьск, вон там Сопот. Ну и Орлова. Красота. Ну и, конечно, главный герой моречка. Красиво-то как. А вот тут виднеется заповедник Кемпа Радославска. И этот заповедник, он находится между Орлова и Гдыней. Заповедник сам занимает территорию 118 гектаров. Сам парк, он создан в 1938 году для защиты прибережного леса. Парк вообще находится внутри границ города, но говорят, что тут вообще не будет чувствоваться цивилизации. Я, конечно же, сейчас туда пойду к этим скалам, и, если честно, я спрашиваю, у кого только можно спросить, даже тут, находясь на пирсе, спрашиваю, можно ли по берегу дойти до пляжа Гдыни. Никто мне не отвечает, поэтому выбора нету, надо идти и проверять. Друзья, я приближаюсь к скале, к скалам, и я получила информацию одного человека, не знаю, правда это или нет, но мне сказали, что по берегу можно реально дойти до Гдыни, дорога будет занимать где-то 40 минут пешком, но на транспорте тоже я проверяла, мне где-то 40 минут добираться, если дойти до остановки, доехать, и с остановки тоже дойти до пляжа Гдыни. Буду пробовать, да, попробую. Вон там скалы.
а надо мной заповедник. Видите, там тоже есть люди. Может, по горе тоже можно было бы дойти, но я не уверена. Ну, а вот, Ирс, Мола. Послушайте, как тут шумит море. О, обожаю. Честно говоря, это выглядит немножко устрашающе, но вот эта гора, прохожу под ней и загляну, что там, что там, что там за этой горой. Ну, дальше что-то вот такое, вот будто камни накинуты. Но вижу, что там тоже есть люди. Не знаю, что мне делать. Рисковать или нет? Рисковать? Наверное, рискну. Потому что возвращаться как-то к железнодорожной станции СКМ как-то мне не очень хочется. Пройдусь немножко по воде. Друзья, я с очередным включением. Я встретила людей, которые шли с Гдыни. И они у меня спрашивают, что можно дойти до Орлова, а я у них спрашиваю, можно ли дойти до Гдыни. Так что дойти можно. Это классно. Нигде информацию я такую не встречала, люди не знают, но вот там информация дойти можно. Так что идем. Вот такой прекрасной дорожкой. Думаю, что 40 минут около воды, дыша морским воздухом, это ничто. Я в Гдыне, и спустя минут 40, полчаса прогулки по берегу моря, это будет самая прекрасная прогулка в вашей жизни, поверьте. Поэтому я очень рекомендую. Я оказалась на бульварах надморских Феликса Нововейского. И вон там эти бульвары. И эти бульвары начинаются с памятника гдынской рыбы. Плохо видно чуть-чуть, но извините, потому что по дороге я где-то потеряла свои очки. Поэтому, если вы будете делать вот такую прогулку и увидите очки солнцезащитные, знайте, это мои. Сама променада длиной 1,5 километра. И, как я уже говорила, он начинается с рыбы, а заканчивается скульптурой возвращения домой. Кстати, только что я проходила пункт спасателей, и спасатели говорят через громкоговоритель, что купаться в море запрещено, потому что море очень грязное, и какие-то нашествия водорослей вон там вижу, что прибыли. Гдыня. Я очень рада, что попала в этот город именно в летний сезон. Ну, потому что Гдыня – это портовой город, и он расположен, как я уже говорила, на берегу Гданьского залива. Гдыня стремительно разрасталась в годы между войнами 20-го столетия. И благодаря пляжам, покрытым белым песком, и прибрежному лесу, она быстро стала курортом. 100 лет назад Гдыня была маленькой рыбацкой деревушкой. Сегодня самый современный город знаменитого Труймяста. Здесь очень много памятников архитектуры 30-х годов и обалденная знаменитая пристань с яхтами. Гдыня постоянно конкурирует с Сопотом и Гданьском за внимание туристов, но говорят, что это один из современных городов, и также в 2016 году Гдыня была выбрана как самым счастливым городом в Польше. Вы знаете, вот он, наверное, тот самый памятник рыбы, хотя там тоже был памятник рыбы, поэтому я не знаю. Google мне писал, что и там памятник рыбы. Но я думаю, что все-таки из-за этого памятника начинается променад, потому что вот она, вот он центральный пляж Гдыни. И вы знаете, очень мало городов, не только в Польше, я думаю, что и в мире может похвастаться тем, что пляж находится в самом центре города. И как видите, он очень широкий, чистенький, песчаный. Сделано все для удобства людей. И длина его где-то 300 метров. Ребята, еще одно место, чем очень знаменита Гдыня. Это марина. И, как вы видите, яхт тут очень-очень много. Я бы сказала, на каждый вкус. Каждому найдется что-то свое. Также марина в Гдыне считается самой современной мариной в Польше. И, по сути, это одно из самых престижных
больше мест в Гдыне, а может и во всей Польше. Ну, потому что роскошь тут прям витает в воздухе. Вау, я еще, наверное, столько яхт одновременно не видела. А тут картина «Купание запрещено». Ну, потому что везде красные флаги. Ну, тут люди купаются, а тут за этой белой стеной роскошь. А вон там виднеется скульптура «Диригент волн». И трудно поверить, но его высота 2 метра. Но отсюда он кажется таким крошечным. Сейчас попробую обойти, может где-то будет лучше видно, но картина впечатляющая. Вот немного с другого ракурса. Посмотрите, какая красота, боже, какой вид. Вон там пляж городской, вон там за стеной марина, и тут посередине сидит одинокий диригент. Не знаю, слышно меня или нет, потому что тут на корабле большая импреза. Но говорят, что сейчас они отплывут. Но я хочу сказать, что в Гдыне еще есть очень хорошие музеи, в которые стоит войти. Это музей эмиграции, относительно новый музей, современный музей. Это также музей Маринарки военной, тоже очень современный музей. Но я сегодня в них не пойду. Я выбрала для себя 2. Это вон там, за моей спиной. Первый. Это Национальный морской музей Дар-Поморья. Это еще один символ города, и ему почти 110 лет. Построен в 1909-1910 годах для немецкого флота. Польскому флоту он был передан в 1929 году. И за более чем полувековую службу он преодолел 500 000 морских миль. Ну а сам музей открыт в 1983 году. И, конечно же, на этот корабль можно войти, можно погулять по палубе, побывать в каютах, в машинном отделении, и можно узнать историю парусника. Конечно же, я купила билет в этот музей. Билет не дешевый, 28 злотых. Ну, посмотрите, я уже вот тут внутри, в машинном отделении, и тут так воняет маслом вот этим машинным. Уже сколько музей стоит, с 83 года. Все равно вот этот запах, он колоссально узко. Я не знаю, как тут люди может. Но я со своей худенькой фигурой тут как-то так очень протискиваюсь. Поэтому я не знаю, как тут можно было. Кстати, обратите внимание на стол, и вы видите, что такие сделаны, как будто поперечины между посудами. Я, если честно, сколько не смотрела фильмов, где съемки типа на корабле были, никогда не видела вот такой нюанс. Думаю, что это нюанс очень нужен, потому что все равно волны, все равно качка. И чтобы посуда не ездила туда-сюда, сделана такая перегородка. Классно. Вот основная палуба. Но места так много. И смотрите, какой якорь. Обалдеть. Наверное, где-то 3 метра, если не больше. Не, наверное, больше. Вау. Вон там находится капитанский мостик. Вот тут штурвал. Но вот это, наверное, здоровенный компас. Я так думаю. Хотя не знаю, не уверена. И я пришла к мысу. Тут, наверное, тоже как-то рулили, наверное, этим кораблем. Но вот он мыс. Красиво. Не верится, что когда-то он был на ходу. Очень большой. Видео, конечно, масштабов не передает. Хотела позвонить в колокольчик, но возможности такой нету, к сожалению. И сразу же за Даром-Поморье
пришвартован еще один музей. Круто звучит, правда? Пришвартован музей. И это Блысковица. Друзья, отстояв 20 минут в очереди, я купила билет до Блысковицы. Я говорила вам, что на Дарпоможа билет дорогой, но нет. На Блысковицу билет стоит 30 злотых. Не дешево, но знаете, как я думаю, когда я еще побываю в своей жизни на боевом корабле, который прошел всю Вторую мировую войну. Но есть такая фишка, что если вы будете брать билет и на Блысковице, и в музей Морнарки военной, то будет скидка. В два музея будет цена 45 злотых. Я об этом не знала, но как-то спланировала свой маршрут, что я сегодня хожу по кораблям. Ну, иду. Молния, так переводится название эсминца. Это самое старое в мире сохранившееся судно этого типа. Подготовка корабля к плаванию завершилась в ноябре 1937 года, и сам корабль был построен на острове Уайт. Это ветеран Второй мировой войны и единственный боевой корабль союзников, активно участвующий в боевых действиях на протяжении всей войны. В середине 1970-х годов эсминец стал музейным объектом. Сейчас это корабль-музей. Маршрут для посетителей проходит очень похоже, как на Дарпоможу. То есть мы можем увидеть палубу и что под палубой находится. Можно увидеть артиллерийское и торпедное вооружение, торпеду, зенитное орудие, морские мины, пусковые установки и сбросы глубинных бомб, а также помещение спортивного зала, кормовую радиостанцию и жилые помещения унтер-офицеров. Следующая и последняя локация, куда я иду, это Каменная гора. И само название говорит о том, что это гора, горка, и на нее надо подниматься. Но есть два пути подъема. Первый — это фуникулер, на который есть сумасшедшая очередь. Второе — это пешком по лестнице. Говорят, что тут всего лишь 200 ступеней. Что это для меня, если я на Базилику Мариатскую поднималась в Гданьске, где 400 ступеней. Поэтому, я думаю, иду пешком. Каменная гора — это холм высотой в 52 метра. Сейчас это один из самых престижных районов города. Все благодаря тому, что тут открывается неземной вид на Гдыню и на море. На площади установлен 25-метровый крест, и этот крест установлен в 90-м году. Ну что ж, друзья, на фоне моречка я буду с вами прощаться. Вон там виднеется Гдыня. Я без ума от сегодняшней поездки, я без ума от Гдыни. Действительно, этот город притягивает меня лично. Надеюсь, что вам тоже понравился этот город. Море, песок, красота. Все тут как-то так очень расслаблено, и может из-за того, что люди действительно сюда приезжают отдыхать, но я как-то тоже этим настроением расслабления заразилась, поэтому моя сегодняшняя прогулка была неспешная. Как бы мне не хотелось прощаться, но я говорю слово «прощай». Спасибо, что вы это видео посмотрели. Спасибо, что вы прогулялись вместе со мной по Гдыне. Приглашаю вас всех в Гдыню. Если честно, Гдыня, наверное, в моем рейтинге будет на первом месте. Возможно, из-за того, что тут море прям-таки в центре. Выходишь, и тут пляж. Гданьск прекрасный своей архитектурой, но до моря туда надо долго добираться. А Гдыня тут все как на ладони, все в пешей доступности. Вау, я без ума. Поэтому прощаюсь с вами и увидимся уже в следующих видео. Пока-пока. Все шутки.